и мы видим взрослого Харуда, который едет в автобусе, возвращаясь из университета, и на него пялится молодая девушка, которая тоже едет в автобусе. Как раз в этот момент автобус выходит из-под контроля, и мистер Трейн-кун появляется из ниоткуда, а Иссякай — это они все. Потому что почему, черт возьми, что-то не так? Когда они забирают Иссякая, у Харуда возникает еще одно воспоминание о Михару. И мгновение спустя мы видим вонючего, осиротевшего мальчика-собаку из трущоб, который просыпается в другом мире, которого зовут Рио. Когда Рио просыпается, он весь в поту, и от него также разит чистым собачьим дерьмом. И как только мальчик просыпается, у него в голове всплывают воспоминания другого человека, и он не может понять, чьи это воспоминания. Он даже забывает свое собственное имя Рио и начинает называть себя Харуто Амакава. Но потом он спрашивает себя, кто, черт возьми, вообще такой этот Харуто? И почему все его сны вдруг стали посвящены Харуто? А потом он вспоминает автобус, но даже не знает, что такое автобус. Он также вспоминает, что у него был дедушка, который обучал его боевым искусствам, но все это для него как в тумане. Внезапно в комнату, где держит Рио, врываются трое мужчин и говорят Рио, чтобы он немедленно просыпался. Трое мужчин удивлены, что Рио все еще жив. Они спрашивают его, как ему удалось пережить такую ужасную лихорадку. И добавляют, что они были прямо снаружи, готовые копать, проделайте в нем дырку. Как раз в этот момент один из мужчин берет коричневый мешок и кладет его в углу. В этот момент они все садятся вместе, едят свою еду и говорят Рио, чтобы он убирался, потому что от него так плохо пахнет и еда становится странной на вкус. И умоляют Рио найти место, где он находится. Распылитель для тела топор, который они бросили в кустах на улице. Когда вонючий мальчик выходит на улицу, он начинает собирать какие-то фруктовые растения, так как никто не дает ему никакой еды. После этого у Рио появляются новые воспоминания о Харуто. Он понимает, что Харуто – студент университета из Японии, который возвращался из школы. Но внезапно он потерял сознание и попал под поезд, когда ехал в автобусе. Однако Рио с трудом понимает современную Японию и эту современную цивилизацию и даже не знает, что такое автобус. У него сложилось неоднозначное мнение о том, кто он такой, но потом он понял, что на самом деле он и есть Рио. Просто одинокий мальчик из трущоб королевства и ничего больше. Его единственное желание – каким-то образом отомстить за смерть своей матери. В другом воспоминании из детства Рио рассказывал своей матери о поездке в королевство своих бабушки и дедушки. Она всегда обещала Рио, что когда он немного подрастет, она возьмет его с собой на их родину, где выросла его мать до того, как они поселились в этом королевстве Бельтрам. Но именно тогда его мать была убита каким-то жестоким убийцей, и с того дня Рио стремится только отомстить человеку, который это сделал, и это стало его единственной целью в жизни. После размышления об этих трагических воспоминаниях, группа благородно выглядящих девушек подошла к Рио и спросила его, не видел ли он где-нибудь милую и жизнерадостную девушку с фиолетовыми волосами, которая пропала без вести. Но Рио отвечает, что он вообще никого подобного не видел. Они говорят ему, как плохо от него пахнет, и стараются держаться подальше, когда разговаривают с ним. Одна из старших девочек по имени Ванесса ведет себя с ним крайне грубо, поэтому Рио отвечает тем же. После этого седовласая девочка по имени Селия извиняется за поведение Ванессы и более вежливо спрашивает Рио, не видел ли он кого-нибудь, кто мог бы знать, где она находится. Это девушка с фиолетовыми волосами. Однако Рио говорит Селии, что он не знает, где она находится, и что он ничего об этом не слышал. После этого Селия спрашивает мальчика, где находятся трущобы, и Рио отвечает, что ей и ее друзьям не следует ходить в трущобы, потому что они так хорошо одеты одежду и что-нибудь может случиться. После этого дамы предлагают переодеться перед тем, как отправиться в трущобы, и перед самым возвращением в замок, где они живут, они решают в последний раз осмотреть окрестности. И именно в этот момент Селия использует заклинание обнаружения магии, чтобы обнаружить любые магические силы в этом районе, чтобы увидеть, находится ли девочка с фиолетовыми волосами поблизости. Однако после проверки они все еще нигде не обнаружили своего друга, но они действительно обнаружили какую-то магическую активность, исходящую изнутри тела Рио. Ванесса спросила Селию, не сделала ли она что-нибудь с мальчиком, но она сказала, что нет. И что у этого вонючего мальчика из трущоб, похоже, есть какая-то магическая духовная хроника, и она, похоже, очень сильная. Рио, по-видимому, единственный, кто может видеть это голубое пламя, окружающее все его тело. Но кроме этого, они начинают понимать, что их друг с фиолетовыми волосами должно быть находится в трущобах. Так что они еще раз благодарят вонючего Рио за помощь и просто оставляют его гнить здесь, как маленького никчемного сироту. Прямо перед уходом Селия дарит Рио мешочек с серебряными монетами, столько монет, что он даже не может их сосчитать, и носит мешочек на шее, как кулон. После этого он спешит домой, чтобы рассказать об этом остальным. Но как только Рио заходит во двор, убийца в маске пытается ударить его ножом, но лезвие попадает в мешок с монетами, спасая ему жизнь. В этот момент слабый и жалкий Рио забивается в угол и готовится к тому, что убийца прикончит его. Но внезапно появляется таинственная розоволосая красавица-милашка в форме
форме духа и называет Рио его японским именем Харута. И говорит, что она быстро объяснит самые основные формы магического боя, чтобы спасти его прямо сейчас, так как Рио слишком туп, чтобы понять, что он на самом деле богоподобный волшебник. После этого Харута начинает контролировать тело Рио, и он начинает вспоминать свои тренировочные приемы из прошлой жизни, когда его тренировал дедушка. И Рио использует эти навыки для борьбы с ассасином. Однако ассасин одолел магию и делает все возможное, чтобы уничтожить Рио. Но Рио наносит ему безумно мощный удар в челюсть, выбивая его нож на землю. В то время как головорез в капюшоне дрожит от страха, он называет Рэ отвратительной крысой из трущоб и наносит последний удар. Но Рэ умудряется использовать сумасшедшую технику, чтобы прикончить убийцу, и Рэ полностью устраняет его. И он был потрясен, узнав, насколько он силен, когда тупой убийца не проснулся. После боя Рэ узнает, что убийца расправился со всеми остальными мужчинами в комнате, и теперь он остался совсем один. Затем Рио слышит шум, доносящийся из коричневого мешка, который мужчины принесли ранее, и этот мешок тоже двигается. Рио заглядывает внутрь мешка и находит девочку с фиолетовыми волосами по имени принцесса Флора. Это та самая девочка, которую Селия и другие искали ранее. Она говорит Рио, что головорезы захватили ее в плен ради выкупа, и что он должен помочь ей благополучно вернуться в замок, и если ему удастся вернуть ее в королевство. Ее отец щедро вознаградит его, и он будет посвящен в рыцари. Рио не понимает, что она имеет в виду под всем этим, но он сказал, что поможет ей вернуться туда, откуда она приехала. После этого они вдвоем выходят на улицу. Но внезапно другие члены королевской семьи окликают Рэ, заметив, что он несет принцессу Флору. Благородные девушки подбегают и обвиняют его в том, что он похитил принцессу. Они называют его многими именами, а также в том, что он предал их с самого начала, даже после того, как дал ему серебряные монеты. Арестуйте его за это преступление. Он пытается все объяснить, но они не слушают и не дают ему возможности объясниться, так как он обычный мальчик из бедных районов королевства, поэтому они забирают его в замок, чтобы он ответил за свои преступления перед королем. Затем королевская стража забирает Рио под стражу, и здесь мы встречаем очень злого парня по имени Чарльз. Он лорд-командующий и первый меч короля. И у него есть лучшее время в его жизни, когда он унижает бедного мальчика из трущоб, поскольку он абсолютно ненавидит людей из бедных районов города. И по сути просто заносчивый дворянин, который думает, что Рио чертовски виновен. Однако Рио говорит этому тупому аристократу, что он не сделал ничего плохого. Но Чарльз не слушает и продолжает избивать его деревянной палкой до тех пор, пока он больше не может этого выносить. Тем временем принцесса Флора проснулась, служанки и Селия поговорили с ней и сказали, что ее похититель найден и понес наказание за свои преступления. Однако она говорит им, что Рио ни в чем не виноват и что она хочет, чтобы Рио немедленно отправили в ее комнату, так как он был тем, кто освободил ее. После разговора с принцессой Селия отправляется в подземелье, где держит Рио. Селия была шокирована, обнаружив, что Рио едва жив. И она предупредила Чарльза о его действиях в качестве королевского стражника и о том, что она отдала ему приказ задержать его и не вступать с ним в конфликт. Чарльз ведет себя так, будто поступает правильно, и говорит, что он всего лишь выполнял приказы, а затем приказывает людям немедленно отпустить его. После того, как Рио падает, Селия извиняется, а затем исцеляет его каким-то волшебным заклинанием. После этого Рио просыпается в кровати в королевстве Бельтрам, где его снова встречает Селия. Рио спрашивает ее, что с ним теперь будет, и Селия отвечает, что он будет назначен самим королем, и в тронном зале будет присутствовать аудиенция после встречи с вашим величеством. И, судя по всему, король тоже ждет Рио, так как он лично хочет поблагодарить его, что ошеломляет мальчика. Однако Рио не знает, как правильно обращаться к королю, поэтому Селия сказала, что он поможет ему подготовиться и научит надлежащим манерам, чтобы встретить его в зале. Самый респектабельный способ. Через некоторое время Рио постигает основы королевской жизни, а затем входит в тронный зал, чтобы встретиться с королем. Щеголяющий гладкой стрижкой, Рио получает допуск в Королевскую академию магии Бельтрама. Хотя Селия предупреждает его, что практически все студенты происходят из привилегированных семей, поэтому он более чем вероятно, что над ним будут издеваться, чтобы он выжил из ума. Рио отвечает, что он не возражает, так как знает свое место. Затем Селия открывает двери в его новый класс и его новую жизнь. Когда Рио представляют как студента из трущоб, класс начинает перешептываться между собой. Они не хотят, чтобы среди них был какой-то отвратительный блохастый мальчишка из проекта. Однако, поскольку Рио спас Флору, король лично позаботился о том, чтобы его приняли в академию. Рио встретили довольно холодно, а его неграмотность только усугубляет его проблемы. Позже, после занятий, Рио заходит в преподавательскую комнату Селии, чтобы получить обещанное частное обучение. Комната заполнена сложными учебниками и свитками. Несмотря на то, что Селии всего 12 лет, ее талант позволил ей стать уважаемым профессором. Это просто доказывает, что независимо от того, насколько ты хорош, всегда найдется кто-то лучше тебя. Селия впечатлена тем, как быстро Рио овладел арифметикой, что неудивительно, учитывая, что у него высшее образование Харута. За чашкой чая Селия спрашивает Рэ, как прошел его первый день в школе. Это действительно впечатляюще, если не принимать во внимание дискриминацию,
которой он подвергся. На следующий день Рио участвует в занятиях по боевым искусствам. Заметив, что Рио хорошо владеет боевыми искусствами, инструктор приглашает его на дуэль. Из-за странной позиции Рио многие его сверстники высмеивают его, но инструктор придерживается другого мнения. Рио использует опыт Харуда в кёндо, чтобы достойно сражаться, и его смелость и безрассудство заслуживают уважения инструктора. Когда он приглашает Рио присоединиться к королевским рыцарям, Рио отказывается, потому что у него есть более важные дела. Позже Селия находит Рио уткнувшимся в книге, когда он готовится к предстоящим экзаменам в конце семестра. Хотя она и советует ему не слишком беспокоиться о своих оценках, Рио решает поступить наоборот и беспокоиться о них. Несколько дней спустя Селия проводит экзамены в конце семестра. Пока ровесники Рио пытаются ответить на все вопросы, он с легкостью справляется с ними. Рио покидает место проведения экзамена немного уставшим, но его состояние ухудшается, когда воспоминания Харуда возвращаются к нему. Он вспоминает Михару, возлюбленную детства Харуда, и то, как они неизбежно отдалились друг от друга, когда воссоединились. Через несколько дней будут опубликованы результаты экзамена. Рио лидирует в течение всего учебного года вместе с Кристиной, в то время как ее подруга детства Рона учится в 3 классе. Дворянин по имени Альпонс, который подстрекал к дискриминации Рио, обвиняет последнего в каком-то мошенничестве. Однако Кристина и Рона принимают результаты теста такими, какие они есть. В то время как Селия ручается за то, что Рио проделал такую же тяжелую работу, как и он сам. Альпонс и его Backstreet Boys отказываются слушать и прежде чем уйти, откидывают челку. Селия поздравляет Рио с отличными результатами на экзаменах, хотя и беспокоится, что другие дети могут использовать это против него. Рио не возражает, потому что пока у него есть Селия, он сможет пережить любую бурю, и Селия обещала поддерживать его, чем сможет. 5 лет спустя несколько избранных студентов будут отобраны для участия в показательном турнире. Среди них Альпонс, Стюарт и, ко всеобщему удивлению, Рио. Альпонс протестует против выбора простолюдина на такую престижную должность, но инструктор строго говорит ему, что решение уже принято. Селия поздравляет Рио с избранием в качестве одного из представителей и замечает, что он может быть принят непосредственно в рыцарский орден. Если скаут примет участие, он мне нравится. Однако Рио настаивает на том, что у него нет планов вступать в рыцарский орден. Селии нравится пить чай, и она спрашивает Рио, чем он планирует заниматься после окончания школы. Он отвечает, что собирается отправиться в небольшое путешествие. Рио опечалена известием о том, что он собирается покинуть страну, и она приглашает его остаться и поработать у нее в лаборатории. Рио значительно улучшил качество жизни Селии, просто заварив правильную чашку чая. Рио говорит ей, что скоро она начнет говорить о браке, как это принято для людей ее положения, и было бы плохо, если бы в ее лаборатории работал мужчина-простолюдин. Она спрашивает его, куда он собирается поехать, и он отвечает, что хочет поехать в Ягума, на родину своей матери. Рио на мгновение впадает в транс, вспоминая свою мать, что несколько беспокоит Селию. Через несколько недель состоится матч королевского выставочного турнира, на котором будет присутствовать никто иной, как наш старый друг Альфред. Первый претендент Рио, и Альпонс просит его не выставлять себя на показ, на что Рио обещает не разочаровывать его. К удивлению Рио, его соперником является Чарльз, человек, который устроил Рио настоящую взбучку. Чарльз никогда бы не подумал, что маленькая вонючая крыса, которую он изнасиловал в тот день, будет его противником. И Рио в ответ язвительно замечает, что он в долгу перед Чарльзом за то, что он хорошо с ним обращался. Альфред замечает странную позу Рио, в то время как Чарльз чувствует себя оскорбленным из-за того, что Рио даже не использует щит. Когда матч начинается, они кажутся равными на первом месте. Однако ярость Чарльза подпитывается 6 банками Red Bull. 5 лет назад его понизили в должности за то, что он терроризировал Рио, и он хочет отплатить ему кровью. Внезапно Рио вынужден защищаться, что вызывает у Селии большое беспокойство. Однако все это является частью плана инструктора, и в тот момент, когда Чарльз делает смелый шаг, Рио использует эту возможность и обезоруживает его. Альфред объявляет Рио победителем, и на следующей неделе ему придется защищать свой титул против гробовщика. Чарльз неохотно признает свое поражение, в то время как сверстники Рио осыпают его аплодисментами. Чарльз выпивает свое разочарование вместе с Риас, послом империи Проксия. Риас поднимает Чарльзу настроение, хотя Риас признает, что действия Рио были очень впечатляющими. Чарльз рассказывает, что Рио подозревался в похищении Флоры 5 лет назад, что напоминает Риасу о том времени. На следующий день Селия ждет Рио у школьных ворот, чтобы они могли отпраздновать его победу в показательном матче. Когда она замечает, что он заходит за школу, она следует за ним и становится свидетелем того, как девочка признается ему в своих чувствах, что без сомнения раздосадовало Селию. Селия пытается отвлечься от увиденного и обнаруживает, что планы Рио на выпускной пусты. Позже Селия читает лекцию о контроле магии с помощью магии молнии.
Альпонс насмехается над тем, что эта лекция не подходит для их класса, и он насмехается над тем, что урок пойдет на пользу только Рио, поскольку он не способен к магии. Селия просит Альпонса и Стюарта продемонстрировать ей заклинание молнии, и они делают так, как она просит. Селия бросает один взгляд на их чидори со скидкой и решает показать им, как выглядит настоящий магический контроль над молнией. Она закрывает жалюзи и произносит сразу несколько заклинаний молнии, заставляя их танцевать по комнате, прежде чем мягко взорваться потоком света. Хотя это правда, что Рио не может использовать магические формулы так, как они, используя свою богатую ману, он может воссоздавать заклинания, которые видит своими глазами. Вскоре после окончания лекции Стюарт хвалит Селию, но ругает Рио за то, что она подняла на ноги половину женского населения школы. Он пытается запугать его, чтобы он прекратил, но Селия ручается за честность Рио и говорит Стюарту оставить эту тему. Позже класс участвует в практическом экзамене на открытом воздухе, а Альпонс выступает в роли командира подразделения. Они должны пересечь лес и достичь цели к заходу солнца, и благодаря связям своего отца, Альпонс уже подготовил секретный маршрут, который гарантирует им успех. Ранее не нравится тот факт, что это похоже на обман, хотя Кристина позволяет Альпонсу делать все, что он пожелает. Как всегда, Стюарт приготовил кое-что для Рио. Он назначил его носильщиком багажа. Флора предлагает взять на себя часть багажа, но Рио отказывается. Во время прогулки по лесу они сталкиваются с отрядом гоблинов. Несмотря на то, что Брэд Альпонс ведет себя дерзко, на самом деле он очень проницательный командир. Он приказывает передовым отрядам усилить себя физически, и вместе они уничтожают гораздо более слабых гоблинов. Затем Альпонс замечает, что Рио отвлекся, и привлекает его внимание. Рио, спрятавшийся за деревьями, впечатлен тем, что Рио заметил его присутствие и решает проверить навыки мальчика. Альфонс и его группа следуют по карте своего отца только для того, чтобы оказаться в тупике. Скала мешает им двигаться дальше. Обратный путь займет слишком много времени, поэтому Кристина спрашивает его, что он планирует делать дальше. Прежде чем он успевает ответить, на них нападает троица орков. На них обрушивается град копий, и пока Альпонс пытается защититься, Стюарт ранен в ногу. Его охватывает паника, и он случайно натыкается на Флору, в результате чего она падает со скалы. Не колеблясь ни секунды, Рио прыгает в воду и спасает ее ценой того, что сам упадет вниз. Альпонсу наконец-то удается организовать слаженную оборону, и вместе они отбиваются от орков. С другой стороны, Рио в полном порядке. Вскоре после того, как Альпонс попытался расследовать случившееся, Стюарт отрицает, что столкнулся с Флорой, и обвиняет Рио в том, что именно он оттолкнул его. Увидев царивший беспорядок, Рио в конечном итоге решает просто бросить школу и отправиться в путешествие пораньше. Однако Флора отказывается оставлять Рио умирать, и она найдет его одна, если понадобится. Внезапно все они слышат леденящий кровь рев, и с небес спускается гигантский минотавр. Когда шаровая молния Кристины не срабатывает, Альпонс приказывает им всем использовать ледяное копье и сам принимает командование битвой. Однако, когда его авангард рушится под натиском минотавра, он быстро подает сигнал к отступлению. Кристина и Рона покидают первый класс, полагая, что Флора уже эвакуировалась, но на самом деле она осталась, чтобы вылечить одного из учеников авангарда. Минотавр обнаруживает ее, но прежде чем ей причиняют вред, появляется Рио и отрубает монстру руку. Он тут же приказывает ей отступить в битве Аниты с монстром, который в 10 раз больше его. Используя силу Ода, Рио с лихвой справится с Минотавром. Когда он открывает рот, Рио не упускает возможности и отрубает ему голову. Несколько студентов возвращаются за Флорой, и Рио использует эту возможность, чтобы ускользнуть. Риос, который все это время наблюдал за Рио, идентифицирует его как потомка Ягума, основываясь на его черных волосах и глазах. Позже, когда Селия приносила директору какие-то материалы, она подслушала его разговор с герцогом Густавом о действиях его сына, которые привели к исчезновению Рио. Однако, поскольку королевство в настоящее время находится на рекордно низком уровне, они нуждаются в знати сейчас больше, чем когда-либо. Они не могут проявить слабость, поэтому директор вынужден возложить вину на Рио. Селия с нетерпением ждет новостей о Рио, но вместо этого появляется он сам. Их воссоединение было недолгим, и Рио благодарит Селию за то, что она поддерживала его все эти годы. И если бы не она, он не смог бы продержаться так долго в таком враждебном окружении. Он обещает писать ей письма под вымышленным именем Харуда. Они обнимаются, и Селия говорит, что будет с нетерпением ждать его писем. Глядя ему вслед, она вспоминает 3 эпизода, которые они провели вместе. Рио бросает последний взгляд на королевство и отправляется в Ягума. Тем временем Густав приносит один из плащей Рио звероящеру-убийцы по имени Латифа и поручает ей выследить и убить его. Рио вылетает за ворота и через 3 дня достигает Амонда, торгового города в королевстве Галарк.
К счастью, объявления о его розыске не дошли до города, что позволяет ему беспрепятственно получать необходимые припасы. Рио чувствует, что за ним кто-то следит, но думает, что у него просто паранойя. Это все у тебя в голове, братан. Газлайтинг – это нереально. Во время прогулки по городу внимание Рио привлекает уличный торговец, продающий блюда на основе макарон, которое, как он утверждает, появилось в городе впервые. Местной правительницей по имени Лиза Лотти. После того, как он поел и восстановил силы, продавец направил его в торговую гильдию Рика, добавив, что прямо перед ее дверями есть продуктовый киоск. Рио проходит через двери гильдии и встречает секретаршу по имени Лотти, которая обращает внимание на его черные волосы. Лотти помогает ему выбирать консервированные продукты, которые помогут ему в путешествии. Позже она приносит его припасы в комнату ожидания, где находит его знакомство с чаем и чайной посудой интригующим. Перед отъездом Рио пишет Селии письмо, в котором сообщает, что больше не сможет писать ей письма, как только покинет регион. Рио отправляется в путь с тяжелым рюкзаком припасов, и Лотти провожает его. Почтенная секретарша в приемной по имени Казетта обращается к Лотти как к Лизотти, и Лизотти напоминает ей, что сейчас она пользуется вымышленным именем. Во время прогулки по лесу Рио натыкается на раненую фигуру посреди дороги. Охваченный ложным чувством безопасности, Рио поднимается, чтобы помочь человеку, но тут же подвергается нападению с ядовитыми иглами. Это последний раз, когда он делает что-то бескорыстное. Латифа достает кинжал, намереваясь лишить Рио жизни, хотя они оба удивлены тем, что другой может двигаться так же быстро, как и они. Однако, когда Латифа произносит заклинание физического улучшения, Рио также вынужден поднять ситуацию на ступеньку выше. Заметив, что Латифа слишком сосредоточена на своих ножах, Рио убирает меч в ножны и начинает использовать кулаки, умудряясь поймать ее в воздухе и прижать к земле. Латифа впадает в истерику, заставляя Рио наложить на нее слабое сонное заклинание, чтобы она успокоилась. Опознав в ошейнике на ее шее ошейник рабыни, Рио рассеивает его. Затем выясняется, что Латифа – это девушка по имени Эндо Сузун, которая погибла вместе с Рио в дорожно-транспортном происшествии. В аду Хек. Все ли участники той аварии просто перевоплотились? Она также является рабыней Стюарта, который заставляет ее называть его старшим братом с помощью ошейника послушания. Таким образом, неподчинение ее приказам причиняет ей огромную физическую боль, и она полностью сломлена. Когда Латифа приходит в сознание, она относится к Рио настороженно и боится его, но когда она видит, что он снял ошейник с ее шеи, она начинает плакать слезами радости и облегчения. Рио допрашивает Латифу, выясняя, что она связана со Стюартом и что вряд ли у нее могут быть другие преследователи. После подтверждения того, что она больше не намерена причинять ему вред, Рио освобождает ее от пут. Однако, несмотря на то, что сейчас она свободна, Рио знает, что в этом соломенном краю таких зверолюдей, как она, ловят и превращают в рабов. Он говорит ей отправиться на восток, в обширную область, известную как Дикая местность, где живут другие полулюди. Так уж случилось, что Рио движется в том же направлении. Рио пытается отстать от нее, но Латифа начинает преследовать его. Рио объясняет, что он освободил ее не потому, что он хороший человек. Если бы он покончил с ней, это только усугубило бы ситуацию. Несмотря на то, что она была вынуждена напасть на него, Рио не доверяет ей настолько, чтобы отправиться с ней в путешествие. Латифа со слезами на глазах предлагает Ре стать ее рабыней, чтобы она могла быть послушной ему. Хотя она ненавидит быть рабыней, еще больше она ненавидит одиночество. Рио смягчается и позволяет ей сопровождать его, хотя и просит ее выбросить этот чертов ошейник. Латифа присоединяется к Рио в его путешествии на восток, и во время похода Латифа начинает плакать, когда наконец-то впервые за долгое время поела по-настоящему. Во время путешествия по суровой и пересеченной местности, Рио решает пораньше разбить лагерь на ночь, увидев, что Латифа устала. Тем временем Селия получает письмо от Рио. Хотя ей грустно, что какое-то время она больше не будет получать писем, она рада, что он все еще жив и здоров. Во время ночевки в лагере Рио удивляется, что Латифа знакома с понятием спагетти, и она также привыкла их есть. У Рио возникает смутное ощущение, что Латифа такая же, как он, кто-то, кто перевоплотился в этот мир. Его подозрения подтверждаются, когда он случайно слышит, как Латифе снится кошмар, и она разговаривает во сне, крича, что хочет вернуться в Токио. На следующее утро Латифа просыпается первой и замечает, что Рио очень похож на мальчика, которого она видела в автобусе. Когда Рио просыпается, Латифа спрашивает его, может ли она называть его старшим братом, и он разрешает ей, надеясь, что это маленькое утешение поможет ей. Их путешествие продолжается по засушливым пустошам, изрезанным долинам, вулканическим регионам, замерзшим ландшафтам и зеленым лугам. По сути, это все таинственное подземелье покемонов, красная и синяя спасательная команда. Рио замечает вдалеке большое дерево, но, как ни странно, Латифа его не видит. Рио понимает это так, что дерево каким-то волшебным образом скрыто от других. Когда они разбивают лагерь в лесу, Рио облегчает страдания Латифы, избавляя ее от ночных кошмаров. Когда он замечает, что костер снаружи гаснет, он сталкивается с волком, который внезапно становится ослепительно белым. У Рио пропадает зрение, и он оказывается в окружении 4 девочек-получеловеков: Юзумы, Гарпии, Сары, Человека-волка, Альмы, Гнома и Орфеи, старшеклассницы. Эльф.
Рио пытается урезонить их, и хотя девочки по своей природе не доверяют людям, Сара убеждает остальных, что они должны по крайней мере выслушать его. Пока Рио пытается объяснить свои обстоятельства, Орфея и Альма обнаруживают Латифу в его палатке, погруженную в глубокий сон из-за сонного заклинания. Юзума убежден, что Рио виновен в похищении одного из них, и она нападает на него. Рио пытается объяснить, что все это большое недоразумение, и что поразительно, они замечают, что Рио использует какое-то духовное искусство. Альма ограничивает его движение заклинанием земли, что позволяет Юзуме оглушить его. Рэ погружается в состояние, похожее на сон, с таинственной женщиной, которая научила его использовать ОДД, магическую силу, текущую по его венам. Несмотря на то, что они вместе недолго, она надеется, что Рэ, по крайней мере, видит сладкие сны. Когда Рио просыпается, он обнаруживает, что закован в кандалы. Латифер вбегает в комнату, радуясь, что он наконец проснулся. Она сердито смотрит на 4 девочек и требует ответа, виноваты ли они в причинении вреда Рио. Одна из деревенских старост по имени Урсула входит в комнату и извиняется за жестокое обращение, которому он подвергся. Юзума и другие девочки также опускаются на колени и приносят свои извинения. Урсула заверяет Рио, что Юзума и другие девочки будут наказаны соответствующим образом. Когда Орфея освобождает Рио от оков, Урсула сообщает ему, что другие старейшины также принесут свои официальные извинения на следующее утро. На данный момент все, что они могут ему предложить, это эта комната. На следующее утро Урсула ведет Рио в зал старейшин. По пути наверх Рио снова замечает большое дерево вдалеке. Урсула объясняет, что это мировое древо, где обитает могущественный дух Дриас. Обычно увидеть его могут только те, у кого обостренные духовные чувства, поэтому Урсула заинтригована тем, что Рио способен на это. Рио знакомится с 2 другими старейшинами деревни, эльфом Сильдора и гномом Домиником. Они приносят извинения за жестокое обращение, которому он подвергся, и благодарят его за освобождение одного из них. Они предлагают Рио исполнить любое желание, которое в их силах, хотя все, о чем он просит, это взять Латифу к себе. Однако, поскольку Латифа, похоже, привязалась к нему, Рио спрашивает, может ли он остаться в деревне на некоторое время. Все старейшины единодушно согласны с этим. Доминик даже предлагает ему жениться на одной из деревенских девушек, если он того пожелает. И, наконец, Рио просит обучить его духовным искусствам и любым другим техникам, которые могут пригодиться в повседневной жизни. Внезапно божество-хранитель деревни и дух мирового древа, Дриас, появляется во всей своей красе. Дриас внимательно осматривает Рио и обнаруживает, что в нем обитает дремлющий дух, который, по ее словам, мешает людям творить магию. Рио знает об этом все. Дриас внимательно изучает свое тело и с удивлением обнаруживает, что его дух имеет человеческую форму. Духи в человеческом обличии, объясняет она, были в основном уничтожены во время Божественной войны 1000 лет назад. Эти типы духов относятся ко 2-му классу, как и сама Дриас. Это откровение означает, что старейшины должны пересмотреть свое отношение к Рио, который теперь занимает такое же положение, как святой или человек с аналогичной репутацией. По сути, у него будет VIP-пропуск для прогулок по деревне. После этого Орфея отвезет Рио в его новый дом, где его уже ждут Латифа и другие девочки. К его удивлению, в деревне есть еда, похожая на рис, которую, как они объясняют, готовят в регионе Ягума. Позже Рио был потрясен, узнав, что Орфея и другие девочки отныне будут жить с ним. Появляется Урсула и объясняет, что это к лучшему, так что Латифа сможет наладить отношения с другими людьми, кроме него. Рио согласен с этим. Дни и недели пролетают в мгновение ока. Рио проводит время со своими новыми товарищами, изучая духовные искусства и занимаясь тем, чем вы занимаетесь в сельской местности. В честь мирового древа проводится грандиозный фестиваль духов, в котором Рио принимает участие. Тем временем Риас и невольный искатель приключений добывают таинственное яйцо из глубины пещеры, которое, как объясняет Риас, увеличит военную мощь его бригады небесных львов. Когда они улетают, за ними следует массивное черное существо. Прошел целый год с тех пор, как Рио и Латифа начали жить в деревне. Чтобы официально оформить свое место жительства, каждый из них получает поцелуй от леди Дриас. Как только церемония завершается, Доминик объявляет о начале праздника. Гномы – это одно из двух, кузнецы, пьяницы или и то, и другое вместе. Когда вечеринка в самом разгаре, Орфея и другие девочки жалуются, что Рио всегда охраняется. Даже несмотря на то, что он кажется близок с Латифой. Они тоже хотят с ним подружиться. Рио улыбается и приветствует их дружбу. Они уходят, чтобы вместе выпить еще немного спиртного, и Рио рассказывает Урсуле о своих планах уехать из деревни. Вот тебе и дружба. Тем временем Риос оставляет своего спутника, чтобы разведать местность. Он протягивает ему красную таблетку, которую тот проглатывает. Риос взлетает в небо и замечает черных виверн, летящих вдалеке. Рио и Латифа отправляются на ночную прогулку. Он спрашивает ее, нравится ли ей здесь жить,
и она отвечает, что да. Орфея и другие девочки очень милые, как и Урсула. Но самое главное, что Рио здесь. Это уже не так, малыш. Рио говорит Латифе, что собирается покинуть деревню и продолжить свое путешествие в Ягумо. Латифа настаивает на том, чтобы пойти с ним, но Рио говорит, что он не знает, какие опасности подстерегают его впереди. Разозлившись, Латифа убегает. В другом месте старейшины деревни встречаются, чтобы обсудить появление нескольких черных виверн в их районе. В это время Риос проникает в логово виверны и начинает красть все ее яйца. Сара и другие девочки отправляются в полет, чтобы осмотреть местность. Когда они замечают молодого искателя приключений в лагере грифонов рядом с водопоем, они летят вниз и допрашивают его. Сара дает строгие инструкции не затевать драку без ее приказа. Когда они видят, что у мужчины на груди висит яйцо, они начинают серьезно беспокоиться. Искатель приключений быстро убегает на грифоне, вынуждая Сару приказать схватить его, если потребуется силой. Юзамо выпускает несколько быстрых молний, но грифон ловко уклоняется от них. Но сможет ли он уклониться от этой виверны? Когда Сара и остальные видят черную виверну, они понимают, что яйцо – это яйцо виверны. Она преследует виверну до того, как она сможет войти в деревню, и просит одну из гарпий сообщить старейшинам об этом новом событии. Риас завершает кражу драконьих яиц, а вместе с ней и роль авантюристки. Он разбивает маленький красный драгоценный камень, мгновенно убивая его. Авантюристка вместе с яйцом падает на землю. Сара просит Альму продолжить погоню за виверной, и та одалживает ей ад, своего зверя духа волка. Лежа на земле, Латифа мучается от мысли, что ей действительно придется уйти. Когда она видит, как что-то падает с неба, она спешит осмотреть это, но обнаруживает только мертвое тело и разбитое яйцо. Внезапно прямо перед ней приземляется черная виверна. Когда она видит, что ее ребенок погиб при падении, она издает мощный рев горя. Рио возвращается в деревню и встречает Доминика, который руководит эвакуацией. Он сообщает Рио, что фестиваль отменяется из-за нашествия виверн. Рио слышит вдалеке голос Латифы и убегает обратно в лес. Латифу спасает Альма, которая направляет огненное дыхание виверны обратно на нее. Она призывает своего собственного духовного зверя Эфриду, и вместе с Адом они набрасываются на виверну. Однако собственные удары Альмы оказываются неэффективными, и битва превращается в испытание на выносливость. Она должна продержаться до тех пор, пока жители деревни не закончат эвакуацию. Ладифа пытается отвлечь виверну. Когда она заманивает ее в ловушку с помощью гигантского бревна, она готовится напасть на нее, но на этот раз именно Рио приходит ей на помощь. Он уносит ее в безопасное место и начинает избивать виверну голыми руками. Когда виверна пытается выпустить еще один огненный шар, Рио выстреливает заряд энергии в горло дракона, из-за чего тот дает осечку. Затем Рио бьет его сверху, сотрясая мозг и убивая. Альма шокирована тем, что Рио смог так легко победить виверну. Да еще и голыми руками. Увидев это, остальные виверны отступили. Прибывают Сара и остальные, и Альма рассказывает им о том, как Рио победил виверна в одиночку. Она удивляется, почему остальные виверны отступили, и Сара объясняет, что виверны – осторожные существа. Если они знают, что враг слишком силен, они не станут нападать на них. На следующее утро Ладифа извиняется перед Рио за то, как она вела себя прошлой ночью. Она стала зависеть от него и всегда относилась к нему как к старшему брату, не считая тех случаев, когда она пыталась его убить, конечно. Ре, наконец, рассказывает ей, почему он хочет пойти в Ягумо, и Латифер в ответ раскрывает свой собственный секрет. Однажды она умерла, и она родом из страны под названием Япония. Ре признается, что он такой же, как она. Какое удивительное совпадение, что два японца перевоплотились в одно и то же время в одном и том же месте. Латифа обещает ждать его до того дня, когда он вернется. Старейшины и друзья Рио провожают его. Они дарят ему мифриловый меч и соответствующие доспехи из шкуры виверны, которые делают его похожим на Карита со скидкой. В дополнение к мешкам с припасами, они также дают ему пространственно-временные деньги, потому что история ледяного парня была бы неполной без пространственного хранилища. Рио обещает вернуться, если деревне когда-нибудь грозит смертельная опасность. Он прощается в последний раз, особенно с Латифой, своей младшей сестрой. С этими словами он улетает. Прошло 2 недели с тех пор, как Рио прибыл в регион Ягумо, который подозрительно похож на Японию, но ему еще предстоит найти информацию о своих родителях. Он просит 2 молодых девушек, Рори и Сёа, отвезти его к их лидеру. Они приводят Рио к старейшине деревни Юби, который соглашается сесть и поговорить с ним. Рио объясняет, что его родители жили здесь более 15 лет назад. Однако, когда Рио рассказывает, что его родителей зовут Дзен, а меня Юба, он говорит Рури и Сёа, чтобы они оставили их в покое. Рио рассказывает о своей истории с матерью и о своем путешествии в Ягумо, что подтверждает все, что нужно знать Юбе. Она рассказывает, что она мать Дзена, что делает ее его бабушкой. Рио хочет достойно похоронить своих родителей, но Юба объясняет, что у них уже есть могилы для них. Она приводит его к их надгробиям, которые они установили вскоре после того, как покинули деревню, по причинам, о которых она не может ему рассказать. Она предлагает ему пожить с ней в Рори, его двоюродном брате. Рио соглашается. Задержавшись у могил своих родителей еще на некоторое время, он возвращается в дом Юбы. На следующее утро Рио встает рано.
Рори, забыв, что в доме сейчас находится мальчик, выходит из своей комнаты с неряшливым видом. Рио помогает им готовить завтрак и демонстрирует свои духовные способности, добавляя горячую воду в мисо-суп. Сео и ее старший брат Шин приходят на завтрак. Шин с опаской смотрит на него с первого взгляда, но мужчины простые существа, и он проникается к нему теплотой, когда понимает, насколько хорошо он готовит. После завтрака Юба просит Шина отвезти Рэ в долу, так как она хочет, чтобы он стал охотником. Шин недооценивает физическую силу Рэ, но неохотно соглашается. Рэ уходит с Шином, в то время как Рори дразнит Сео по поводу ее расцветающих чувств к Рэ. Рэ присоединяется к Шину на охоте с долой мастером охоты. В то время как стрелы Рэ легко находят свои цели, Шин изо всех сил пытается поймать хоть одно животное. Когда охота заканчивается, Шин дуется и убегает. Рэ, увидев, каким грязным он стал, решает принять ванну. Поскольку в деревне нет ванны, он делает ее сам. Когда Рори и Сео обнаруживают странное сооружение, Рэ выходит и объясняет им, что это такое. Рори игриво толкает Сео, чтобы она почувствовала, насколько хорош Рэ. Когда Шин и его друзья узнают, что натворил Рэ, они ведут себя по отношению к нему грубо, полагая, что он делает это только для того, чтобы набрать очки у местных жителей. Рури и Сео встают на его защиту, заставляя Шина отступить. По прошествии нескольких дней Шин помогает ему с различными деревенскими делами, невольно привлекая внимание деревенских девушек и вызывая гнев Шина. Позже Юба спрашивает Рэ, может ли он охранять их груз риса в столицу, и он соглашается. Внезапно они слышат, что назревает какая-то суматоха. Шин ввязался в драку. Шин противостоит Гоуну, сыну вождя из соседней деревни, за то, что тот, вальсируя, зашел в баню. Он объясняет, что едет торговать товарами в Капитолии, но его тележка сломалась и потребуется время, чтобы ее починить. Унесенный просит пока не беспокоиться, поскольку пара, скорее всего, поженится в будущем, поскольку они оба являются наследниками их соответствующей деревни. Синь пытается защитить честь своей сестры, нанося удар, но унесенный легко побеждает его. Наконец-то появляется Юба и кладет конец противостоянию. Она соглашается поселить унесенного в запасном доме на окраине деревни и запрещает ему уходить. Когда унесенный уходит, он замечает Рио и пытается пнуть его по ноге. Вместо этого Дон спотыкается. Как жаль, что никто не видел, что произошло. Шин просит Юбу приютить Сео на это время, и она соглашается. В тот же вечер Рэ дарит Сео красивый защитный амулет, который защищает от опасности. Тем временем Гон и его люди что-то замышляют, что-то плохое. На следующее утро Рио присоединяется к Юбе, чтобы развлечь и поприветствовать Хити, главного сборщика налогов в регионе. После того, как он показал ему свой урожай и угостил сытным ужином, Рио тренируется вне бани. Рори и Сео подходят к нему и спрашивают, почему он занялся боевыми искусствами, и он объясняет, что хотел защитить девушку, которую любил давным-давно. Хейт выходит из ванны и призывает Рори и Сео искупаться, пока не стало холодно. В тот вечер Гон проник в их дом и попытался напасть на Рори. Однако, благодаря защитному заклинанию Рио, он быстро отреагировал на нападение. Гон нападает на Рио, но вместо этого вышвыривает его за пределы дома, наступая ему на горло и избивая до полусмерти. Хаэте, наконец, откликается на просьбу вылечить Гона и берет его под стражу. Рэ остывает, обеспокоенный тем, что его психика постепенно смешивается с психикой Харуто. На следующее утро Хейти сообщает им, что унесенный будет арестован. Рио извиняется за то, как он разгорячился прошлой ночью. Но Рори и Сео просто счастливы, что он так быстро пришел им на помощь. Не говоря уже об этом, им пора завтракать. Хейти готовится к отъезду, взяв с собой унесенного в качестве пленника. Поэтому Юба вручает ему письмо, чтобы он передал его отцу Гауки. Закончив последние приготовления, Хаэте вместе с Рио и несколькими другими жителями деревни отправляются в столицу королевства Карасуки. Пока Долла расселяет остальных мужчин из деревни в гостинице, он просит Рио и Шина сопровождать его в полицию, чтобы они могли посмотреть, как Гон будет увезли в кандалах. Шин считает, что Гон слишком легко отделался, иначе он бы убил его. После этого Долла приглашает их обоих отведать кометан, блюдо на основе лапши. Рэ сразу же влюбляется в это блюдо, что делает Доллу и Шина счастливыми. Позже Шин благодарит Рэ за то, что он спас свою сестру, как он это сделал, когда на нее напал Гоун. Он вдруг вспоминает, что должен попросить Сео тоже попробовать кометан. На следующий день по настоянию Шина Сео сопровождает Рио в походе по магазинам, а после он приглашает ее отведать кометан. Хитрый уличный торговец предлагает им выбрать сувенир, и Сео выбирает украшение для волос в виде розового цветка. Прежде чем они уходят, торговец шепчет Сео, чтобы она сделала все возможное, чтобы Рэ стал ее любимым, так как она уверена, что он будет очень популярен. Идя по дороге, Рэ спасает молодую дворянку по имени Кимомо. Ее слуга забирает ее у него из рук и благодарит его за помощь. Когда несколько солдат прибежали, чтобы отреагировать на беспорядки, Рио схватил Сео за руку, чтобы они могли убежать. Гауки рассказывает своему сыну Хети, что Камомо чуть не похитили, но она была спасена благодаря усилиям таинственного незнакомца. Хети вручает своему отцу письмо, которое Юба
попросил его передать, и содержание которого шокирует Гаки. Должно быть, это была одна из 10 лучших статей BuzzFeed. Рио и Сёа возвращаются домой, где несколько мужчин ухмыляются, увидев украшение для волос Сёа. Однако прежде чем Рио успевает зайти внутрь, Хетей и Гауки просят о встрече с ним. Гауки представляет себя и свою жену Киака. Когда-то давным-давно они оба были слугами его матери Карасуки и Ам. Рэ – сын королевской семьи. 20 лет назад королевство Карасуки находилось в состоянии войны с соседним королевством Рокуран. Дзен был опытным солдатом, и после поединка с Гауки порекомендовал ему стать личным телохранителем королевской семьи. Зен и юная Яесмь быстро влюбились друг в друга, однако во время мирных переговоров с рокуранцами один из послов проникся симпатией к Яесмь и попытался похитить ее. Зен, быстро среагировав, спасла ее. Однако посол, возмущенный тем, что его план был сорван, призвал к политическому браку с Иим и потребовал казнить Зен. Чтобы избежать дальнейшего конфликта, Зен и Иим сбежали. Увидев Рио во плоти, Гауки уверен, что он действительно сын Зен и Иам. Он просит его сопровождать его в замок, чтобы встретиться с нынешними королем и королевой. На следующий день Рэ знакомится с королем Хамурой и королевой Шизуку, своими бабушкой и дедушкой. Они расспрашивают Рэ о Дзен и Иам, и он рассказывает все, что знает. Он объясняет, что его родители уже умерли. Его отец умер от неизвестных причин, когда он был маленьким, а его мать была убита прямо у него на глазах. Они с матерью жили счастливо, и я никогда не выказывал ни горя, ни слабости. Люциус, искатель приключений и близкий друг семьи, однажды неожиданно пришел в дом и насильно накормил Рио зельем. Когда его мать увидела, что произошло, Люциус убил ее, чтобы заставить молчать. После этого Рио был брошен в трущобах и рос в одиночестве. После спасения принцессы Флоры ему разрешили поступить в престижное учебное заведение. Это было нелегко, но Рио вспоминает о своем пребывании в академии с большой теплотой. Амура спрашивает его, что он собирается делать с Люциусом, и Рио не колеблется ни секунды. Он обязательно найдет его и убьет. Хамура напоминает ему, что путь мести полон боли, но несмотря на это Рио принял решение. Прежде чем Хамура смог дать ему свое благословение, он попросил его сразиться с Гауки, одним из сильнейших воинов в регионе. Рэ сопровождает Гауки до его дома, где Ай, один из их сопровождающих, опознает в нем человека, который спас Кимомо. Рэ и Гауки устраивают дуэль, и старик почти напуган свирепостью Рэ и его бесформенным стилем боя. Он пытается использовать одну из своих скрытых техник, называемую удар ветра, но Рэ наносит ответный удар потоком воды, который уничтожает его. Рэ целится мечом в горло Гауки, и Рэ объявляется победителем. Амура хотел, чтобы он тренировался под руководством Гауки, но, как он видит, в этом нет необходимости. Рио и остальные возвращаются в деревню. Он еще раз посещает могилы своих родителей, решив двигаться вперед и только вперед. Рио говорит, что беспокоится о своем королевском происхождении. Она начинает говорить с ним чересчур официально в первом классе, но он просит ее говорить с ним так, как она всегда говорила, во всей своей дерзкой красе. Однако он сообщает Рори и Юбе, что намерен вернуться в свою родную страну в следующем году, но первого он заедет в определенное место. Рори говорит ему, что он всегда может вернуться. Когда его спрашивают, ждет ли его кто-нибудь дома, он рассказывает им об одной девушке, которая относится к нему как к старшему брату. На следующий день Рио заходит в швейную мастерскую, чтобы поздороваться. Когда другие девочки замечают, что их называют по имени, они начинают ревновать. Дни пролетают в мгновение ока, пока Рио беззаботно живет в деревне, которую он считает своим третьим домом. Пока Рио наблюдает за посадкой риса Рори, Дола шутит, что из нее получилась бы хорошая жена. Рио следит за успехами Сёа, и он признается, что уедет после следующего фестиваля урожая. Сёа прячет слезы, притворяясь, что что-то попало ей в глаз. Когда она возвращается домой, она падает на пол и плачет. Увидев это, Шин думает, что Рэ сделала что-то, что заставило ее плакать, но она объясняет, что Рэ просто планирует уехать из деревни. Шин подходит к дому Рэ, падает ниц и умоляет его не покидать деревню. Сёа хватает своего брата и извиняется за причиненные им неприятности, и они решают этот вопрос. Когда Рори возвращается, она замечает напряжение в воздухе и спрашивает, не случилось ли чего-нибудь. Убер отвечает, что ничего страшного. Дни снова идут за днями, и рисовые зерна вырастают, чтобы отправиться в плавание. По какой-то неизвестной причине она тайно обучается духовным искусствам и боевым техникам. Проходит несколько месяцев, и в деревне проводится ежегодный праздник урожая. Гоуки без рубашки бросает вызов любому мужчине, достаточно храброму, чтобы победить его на ринге, и несколько мужчин подталкивают Долу к поединку с ним. Тем временем Рэ помогает Рори и Кимомо делать каматан. Пока Рэ разговаривает с Киака, Сёа просит разрешения поговорить с ним наедине. Она отводит его на небольшое расстояние в ближайший лес и признается ему в любви. Однако Рэ не может ответить взаимностью на
ее чувства и приносит свои глубочайшие извинения. Сюа просит его по крайней мере взять его с собой в путешествие, объясняя, что она усердно тренировалась, чтобы не тянуть его вниз. Хотя ее усилия были достойны восхищения, Рэ не передумал и не позволил ей сопровождать его. Рэ уходит, молча извиняясь перед Шином, который, как он знает, прятался неподалеку. Рэ отправляется в путь рано утром следующего дня, когда солнце еще не взошло. Рори и Юба провожают его и приглашают возвращаться, когда он захочет. Когда Рэ направляется к воротам, он видит Са, стоящую неподалеку. В воспоминаниях Гауки спросил ее, любила ли она Рэ настолько, чтобы покинуть деревню, в которой выросла. Хотя она колеблется на первом месте, она заявляет, что ее любовь к Рэ достаточно сильна, чтобы поступить именно так. Сюа с горечью прощается с ним и машет рукой на прощание. Шин тоже машет рукой на заднем плане, но он такой маленький, что его лица даже не видно. Рэ летит обратно в деревню духов, и Латифа бросается к нему в объятия. Он рассказывает старейшинам о своих путешествиях и времени, проведенном в регионе Ягума. Латифа очень рада узнать, что у нее также есть бабушка и двоюродный брат. Старейшины спрашивают Рио, как долго он планирует оставаться в деревне, и он отвечает, что сможет остаться только на несколько месяцев, прежде чем снова отправиться в путь. Хотя и обещает вернуться даже раньше. Рио тоже подумывал о том, чтобы купить дом на свои космические деньги, и Доминик считает, что он может это сделать. После этого Рио возвращается домой после долгих 2 или 3 лет. После общения с девочками он чувствует себя так, словно наконец-то вернулся домой. Ладифа приглашает Рио принять с ней ванну, что по мнению других девочек выглядит немного скандально. Но это еще не самое скандальное. На следующее утро Рио просыпается и обнаруживает в своей постели девушку. Он думает, что спит в первом часу ночи, как и все мы. Однако Сара и другие девочки входят в его комнату и видят его с женщиной. Удачи тебе в попытках объяснить, как тебе выбраться из этой ситуации. Девочки требуют объяснений, кто эта девушка, но Рио даже не знает, с чего начать. Сара обманывает себя, думая, что это она виновата в том, что наткнулась на него таким образом. Наконец, девочка просыпается и сонным голосом объясняет, что она – дух, заключивший контракт с Харуда. Рио помнит ее как девушку, которая однажды пришла к нему, показала, как использовать искусство духов, и так и не перезвонила. Это звучит как неудачное первое свидание. Однако у девушки нет имени, и она просит Рио дать ей его. Другие девочки замечают, что она называет Рэ Харуда, и девочка разговаривает с Рэ телепатически, обещая не сообщать другим девочкам, кто он на самом деле. Тем не менее, она хочет это имя, и Рэ просит ее немного подождать. Сара предлагает ему отвезти эту девочку к старейшинам, которые лучше подготовлены к тому, чтобы разобраться в происходящем. Девочка встает и использует духовное искусство, чтобы одеться. Увидев ее во всей красе, Рио инстинктивно называет ее Айша, потому что он напоминает ей о весне. На их древнем языке Айша означает весна. Они приводят Айшу к старейшинам, которые созывают собрание. Дриас появляется после того, как почувствовала, что рядом с ней рождается новый дух. Однако Айша не может вспомнить ничего необычного для возвышенных духов. Дриас спрашивает Айшу, в каких духовных искусствах она разбирается, и она прямо отвечает: во всем. Они выходят на улицу, где Рио сразится с Айшей на дуэли, чтобы оценить ее боевую мощь. Рио подбрасывает камень в воздух, и как только он падает на землю, начинается их поединок. Первые, они здороваются кулаками. Рио вступает в ближний бой, и, к его удивлению, Айша полностью усвоила все его движения и схемы атак. Он вырывается и купается в духовной энергии, что Айша тоже умеет делать. Они обмениваются пугающими магическими ударами, ледяными осколками, огненными шарами и бурными торнадо. Когда их битва начинает приносить больше сопутствующего урона, чем ожидалось, Дриас заканчивает битву досрочно. Она не аватар, но Айша определенно сильна. Дриас решает взять Айшу под свое крыло и обучить ее духовным вопросам. Старейшины также приветствуют ее в своей общине. Айша присоединяется к деревне так, как будто она была здесь с самого начала, получая уроки от Дриаса и помогая по хозяйству. Несколько недель спустя Доминик показывает Рио особенный дом, который он построил для него, и Рио может поместить его в свою пространственно-временную кассу. Теперь, когда дом достроен, Рио намерен засвидетельствовать свое почтение старейшинам, прежде чем снова уехать. Сара отводит Рио в сторону. Хотя она и другие девочки морально согласны с его уходом, она просит его провести еще немного времени с Латифой, прежде чем он уйдет. В тот вечер Рио задумался. Он тратит слишком много времени на свои духовные тренировки и недостаточно времени проводит с Латифой. Латифа берет дело в свои руки. Она заходит в ванну, одержимая желанием вымыть спину Рио. Все, что она делает, это говорит, что ее настоящее имя Энда, а Рэ говорит, что его настоящее имя Харуда. Поговорив еще немного, они оба понимают, что попали в одну и ту же аварию, которая привела их в этот мир. С ума сойти, как все устроено в природе. Рио извиняется за то, что не был для нее лучшим братом, и обещает вернуться, как только сможет.
На следующее утро Рио готовится снова покинуть деревню духов. Урсула вручает ему кристалл телепортации духов, устройство односторонней телепортации, которое позволяет ему вернуться в деревню. А Сильдара вручает ему специальную серьгу, которая меняет цвет его волос, чтобы ему было легче прятаться, пока он находится в соломенном регионе. Он просит их всех позаботиться о Латифе, пока его не будет, и Латифа прощается с ним. Рио Анеша летит обратно в соломенный край, ей не терпится еще раз увидеть Селию. Селия стоит посреди двора, сжимая в руке последнее письмо, которое она получила от Рио. Чарльз, теперь ее жених, флиртует с ней, пока один из его слуг не отозвал его в сторону. Селия снова смотрит на письмо и задается вопросом, где же Рио. Рио возвращается в Бельтрант, столицу королевства Бельтрам. Он замечает, что здесь кажется больше людей, чем обычно. Он меняет прическу и спрашивает пекаршу, из-за чего весь этот переполох, и она объясняет, что скоро состоится свадьба знатного человека из дома Арбор. Позже Рио и Аша проникают в его старый колледж, чтобы он мог снова увидеть Селию. Однако, к его удивлению, ее лаборатория совершенно пуста. Она либо уволилась, либо слишком серьезно относилась к Мари Кондо. Рио использует духовное искусство, чтобы выведать правду у одного из других профессоров. И к своему ужасу узнает, что Селия находится в королевском дворце, так как она выходит замуж за его старого врага Чарльза. Рио узнает, что в его отсутствие королевство Бельтрам потерпело сокрушительное поражение от королевства Проксия. Дом гугенотов, вынужденный взять на себя ответственность за катастрофическое поражение, был вынужден бежать из столицы. Таким образом, дом Арбор приобрел известность, и чтобы укрепить свое положение, они заключили брак с домом Клэр. Это брак по расчету, хотя профессор не знает, полностью ли дом Клэр согласен с этим. Поскольку свадьба назначена на завтра, Рио хочет спросить саму Селию, что она думает об этом браке. Айша, которая знает, как выглядит Селия, вызвалась искать ее во дворце, даже несмотря на защиту титанов. Селия ужинает со своим отцом Роландом и женихом Чарльзом. Чарльз заверяет Роланда, что брак между двумя их домами покажет их соперникам, что королевство Бельтрам по-прежнему сильно. Чарльз рассказывает о слухах о том, что Роланд и несколько других домов все еще тайно поддерживают контакты с семьей гугенотов, хотя Роланд отрицает эти утверждения. Несмотря ни на что, этот брак укрепит преданность Роланда, и Чарльз также намерен назначить его директором дома Арбор. Роланд стискивает зубы. Он ненавидит необходимость этого брака, но ему не хватает навыков политического маневрирования. Все, что они с Селией могут делать, это улыбаться и делать так, как говорит Роланд. Позже Айша обнаруживает местонахождение Селии и сообщает о ней Рио. Сидя за своим рабочим столом, Селия подумывает о том, чтобы сжечь письмо Рио. Она надеялась увидеть его в последний раз перед церемонией. «Проси, и ты получишь». Рио входит в ее спальню, и в первый раз за 4 года в 9 эпизодах они наконец воссоединяются. Селия очень скучала по нему, и Рио чувствует то же самое. Она просит его рассказать ей все о своих приключениях за чашкой чая, но Рио спрашивает ее о ее чувствах по поводу своей свадьбы 1 числа. Селия настаивает, что ей давно пора выйти замуж, и она утверждает, что несмотря на недостатки Чарльза, он благороден и уважает женщин. У Рио, очевидно, есть проблема с этим, и она спрашивает его, не хотел бы он забрать ее отсюда и сбежать с ней. Однако она подчеркивает, что просто пошутила, и внезапно велит Рио уйти и просит его не присутствовать на свадебной церемонии. Она выталкивает его за дверь и дает ему 20 секунд на то, чтобы уйти. Снова оставшись одна, Селия плачет навзрыд, но она счастлива, что смогла увидеть его в последний раз. Рио не может понять истинных чувств Селии, но Айша обещает помочь ему разобраться во всем этом. На следующий день Риас навещает своего старого друга Чарльза. Во время разговора Риас ощущает присутствие могущественного духа поблизости, но также быстро он исчезает. Чарльз попросил одного из своих людей показать Риас место проведения свадьбы. Тем временем Селия готовится к предстоящей свадьбе, повторяя про себя, что она всего лишь кукла и ничего больше. Чарльз просит ее выйти на улицу и познакомиться с 6 другими его женами. Когда Чарльз бросает взгляд на Селию, он снова оказывается без ума от нее. Он надеется, что она сможет подружиться с другими девочками. Первая жена Теннисинна напоминает Селии, что в качестве будущей 7-й жены она будет находиться у подножия тотемного столба, и ей следует знать свое место. Селия быстро смирилась со своим новым положением. Она не хочет никаких неприятностей. Их маленькая семейная драма прерывается неожиданным прибытием принцессы Кристины. Кристина счастлива снова увидеть Селию и просит Теннисону и других жен сделать вид, что они стоят как дерево, и уйти. Она хочет поговорить наедине со своим бывшим профессором. Кристина замечает, что у Селии довольно бледный цвет лица, и объясняет это тем, что она плохо спала прошлой ночью. Кристина сама виновата во всей этой ситуации. Из-за слабости королевской семьи и вынужденного изгнания семьи герцога Гугенота, Селия была вынуждена занять эту должность. Кристина отмечает, что всегда уважала ее и ее улыбку, и если есть что-то, что она может сделать, чтобы вернуть эту улыбку, она обещает сделать все возможное в ее силах помочь.
Селия благодарит ее за заботу и также молится, чтобы однажды они с принцессой Флорой снова встретились. Чарльз и Альфред обсуждают меры безопасности во время пышной церемонии, но Чарльз напоминает ему, чтобы он не выпендривался. Сейчас командует Чарльз, а не он. Через несколько часов официально начинается свадебная церемония между Чарльзом и Селией, которая начинается с пышного и дорогого парада. Чарльз делает то, что у антагонистов получается лучше всего, и ведет себя как полный придурок. Когда ее карета подъезжает к дворцу, Азия обращается к ней телепатически и просит посмотреть в ее сторону. Селия замечает Рио в толпе, и это доводит ее до слез. Он был единственным человеком, которого она не хотела видеть в таком состоянии. Когда они приближались к тщательно охраняемому дворцу, Селия услышала шум со стороны охраны. Рио прорвался через баррикады во время дерзкого дневного рейда. Рио, переодетый, пробивается сквозь охрану с пугающей скоростью и свирепостью. Но Чарльз уверен, что его элитных солдат будет более чем достаточно, чтобы сдержать одного единственного разбойника. Они не могут сдержать ни одного разбойника, и Рио выходит вперед на параде. Он бьет Чарльза кулаком в грудь и берет Селию в заложницы на глазах у толпы. Пока охрана пытается взять ситуацию под контроль, Рио общается с Селией посредством телепатии. Чарльз пытается вырваться, но Рио толкает его ботинком в спину. Рио убеждает Селию, что все эти беспорядки всего лишь игра, он никому не причинит вреда, кроме сотни или около того человек, с которыми он боролся, чтобы добраться сюда. Он снова спрашивает Селию, хочет ли она, чтобы эта свадьба состоялась, предлагая сам положить всему этому конец, если она пожелает. Он знает, что ведет себя высокомерно, но он устал терять то, что для него важно. Он не допустит, чтобы трагедия его матери повторилась. Он снова спрашивает Селию, действительно ли это то, чего она хочет, но это сложный вопрос. Этот брак призван укрепить королевство, и Селия спрашивает его, правильно ли это. Рио замечает, что если бы это было так, то у нее не было бы такого печального выражения лица. Она спрашивает его, что он собирается делать, если она хочет, чтобы свадьба не состоялась, и он отвечает, что увезет ее далеко-далеко отсюда. Селия улыбается и просит его сделать именно это. Рио объявляет, что он похитит Селию прямо на глазах у Чарльза, как будто это всего лишь один большой фокус. Рио перепрыгивает через охрану, легко уклоняясь от каждой атаки, направленной на него. Чарльз в истерике и требует, чтобы похититель был немедленно схвачен. Рио чувствует Рио с помощью духовных искусств и понимает, что это тот самый мальчик, который однажды победил Минотавра. Он решает немного испытать его, выпустив в него заряд энергии, и Рио легко защищается от этого. Риос явно впечатлен. Рио убегает, и за ним отправляется воздушное подразделение. Чарльз винит в этой катастрофе Альфреда, потому что он никогда ни в чем не виноват. Рио увозит Селию в безопасное место, но отряд Гриффин уже у них на хвосте. Рио набирает скорость и приземляется в тупиковом переулке, где его ждет Айша. Он отпускает ее и обещает скоро с ней встретиться. Рио привлекает внимание отряда Гриффин, заставляя их вызвать подкрепление. Все идет по плану. Рио поднимает большой переполох и выходит на улицы, чтобы вступить в рукопашную схватку. Он побеждает нескольких королевских гвардейцев, но сражается изо всех сил, никого не убивая. Внезапно Альфред, сам королевский меч, выходит вперед, чтобы бросить ему вызов. Альфред обнажает свой меч, и в первый раз за сегодняшний день Рио чувствует, что у него неприятности. Репутация Альфреда опережает его самого. Он действительно самый сильный в королевстве. Они кажутся равными соперниками, и Альфред, похоже, шокирован тем, что кто-то может сравниться с ним подобным образом. Однако он замечает, что его противник не использует острия своих клинков. Чувствуя, что его недооценивают, Альфред решает покончить с этим одним ударом. Он использует свой благородный фантазм Кларент Блат-Артур и выпускает разрушительный лазерный луч из своего меча. Однако, когда дым рассеивается, Рио нигде не видно. Чтобы убедиться, что он действительно потерпел поражение и не сбежал, он приказывает прочесать окрестности. В то время как дворянство Бельтрама находится в руинах, Селия с нетерпением ожидает прибытия Рио. Рио наконец-то прибыл, хотя его одежда превратилась в лохмотья. Селия споткнулась, бросаясь к нему, чтобы обнять, и они с оптимизмом смотрят в свое совместное будущее. Внезапно у Айши появилось ужасное предчувствие. Из-под земли внезапно вырываются лучи света, и она просит Рио, пожалуйста, спасти их. На заросшем травой поле трое японских студентов пытаются понять, куда они пропали, но бандит похищает их и запихивает в повозки для рабов. Рио влетает внутрь и, услышав японские голоса, доносящиеся из одной из повозок, побеждает бандитов и спасает их. Они тоже удивлены, услышав, что он говорит по-японски. Один из них, как выяснилось, Масата, говорит Рио, что у них есть еще один товарищ, который попал в плен. Рио направляется к последней оставшейся повозке, и его глаза его не обманывают. Это любовь всей его жизни Михару. И на этом аниме подходит к концу.